Греция отдаст Украине советское вооружение, Россия вербует студентов, забирая у них деньги, американская армия может выйти из Ирака. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Силы обороны Украины расширили плацдарм на левом берегу Днепра. Российская армия не может сделать с этим ничего. Двое в масках напали на церковь в Стамбуле во время службы, есть погибший. Лукашенко уменьшает возраст употребления пропаганды в Беларуси. Убивали, выкачивали из детей кровь и прочее. Этот монументальный и в то же время очень говорящий памятник, это очень приличный и солидный. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на наш канал. Это очень важно и совсем не сложно. Поехали. Греция передаст Украине советское вооружение. После предложения американского госсекретаря продать или передать Украине военную технику и купить взамен современные истребители F-35. Всего сумма такого неявного обмена около 200 миллионов долларов. Плюс в том, что такие системы уже есть на вооружении Украины и смогут защитить украинское небо. Украинские военные говорят о том, что нужно, чтобы война закончилась быстрее. Для этого всего лишь нужно разрешение партнеров на использование их вооружения за пределами Украины. Мы должны иметь возможности для того, чтобы Россия навсегда отказалась от мысли даже смотреть в сторону Украины, в том числе на море. Путин ведет себя как мелкий гангстер, который знает, что если ему будут отвечать удар за ударом, то он не начнет драку. Чем быстрее вооруженные силы будут иметь необходимые боевые способности и определенные возможности для уничтожения объектов инфраструктуры противника, тем быстрее мы победим. Силы обороны Украины расширяют плацдарм на левом берегу Днепра. Несмотря на значительные потери, оккупанты не оставляют попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия. Волна за волной наступают оккупанты на позиции украинских защитников, но все это не приносит успеха. Россия усиливает вербовку иностранных студентов в армию. Об этом пишет Центр национального спротиву. Их выводы базируются на том, что украинские силы обороны все чаще берут в плен иностранцев. В ходе бесед с такими военнопленными был выявлен ряд факторов, указывающих на организованную схему склонения иностранных студентов к подписанию контракта с ВС РФ. Обнаружив лиц, имеющих финансовые проблемы или острую потребность в больших суммах средств, они направляют их в местные военкоматы. Часто к таким студентам подсылают лиц, которые похищают у них имеющиеся суммы средств, чтобы создать чувство безысходности и отчаяния. Кроме того, проводятся рекламные кампании, через социальные сети таргетированная реклама и еще очень много способов завлечь иностранцев в армию России. Общее всей этой пропаганде есть то, что есть внешний враг, есть внутренний враг, и это самое главное. Да? Нет ничего хорошего, есть только все плохое. И против этого всего надо объединяться. Но если мне еще в 1 классе объясняли, что такое нейтронная бомба, и как американцы нас всех хотят уничтожить, то что можно говорить сейчас, да, когда уже враги не только снаружи, но еще и оказалась куча врагов внутри. В Стамбуле напали на католическую церковь. 2 мужчин в лыжных масках напали на посетителей воскресной службы в церкви Святой Марии. Как минимум 1 человек погиб. Сегодня около 11:40 во время службы в церкви Святой Марии в районе Бююкдере в Сарыере 2 человека в масках напали с оружием на одного из присутствующих на ритуале, который, к сожалению, погиб. Мы решительно осуждаем это гнусное нападение. Министр говорит, что начато расследование инцидента и все усилия направлены на задержание нападавших. Несостоявшийся кандидат в президенты Российской Федерации Екатерина Дунцова говорит, что созданная ею партия не будет иметь конкретного политического направления, а главная задача – объединить и привести к власти хороших людей. А если партию не зарегистрируют, то у нее есть на это план «Б». Я хотела бы коротко ответить. Мы принципиально на заседании Организационного комитета не политическую никакую окраску не придавали партии, потому что, опять же, мы возвращаемся к теме общности. То есть настолько разные люди с разными взглядами готовы поддерживать это движение, что как-то называть конкретно, да, то есть какое-то давать направление, мы не стали.
Мы рады всем людям, которые сейчас в данный момент за мир. О создании своей партии Дунцова сказала сразу после того, как ей отказали в участии в выборах президента. И теперь, без политического направления и идеологии, что получится с таким объединением хороших людей, я думаю, мы скоро увидим. В Ираке начинаются переговоры о прекращении миссии западной коалиции в стране. То есть переговоры идут о выведении американского и контингента союзников из Ирака. Все это происходит на фоне регулярных ударов по военным американским базам в Ираке и Сирии. Вашингтон сохраняет постоянное присутствие в стране с 2003 года. Они покидали Ирак в 2011 и вернулись в 2014 с целью победить исламское государство и помочь местной армии в этом. После победы над ИГИЛ в стране власти периодически поднимают вопрос о том, чтобы американские военные покинули Ирак. Военный перевод. В белорусских школах появится новый факультатив. Но это только название такое страшное. На самом деле детей просто будут учить допросы военнопленных на английском языке. Еще один факультатив, который называется «Моя Родина», где власти через учителей будут пытаться сформировать, цитирую, гражданско-патриотические качества личности подростка. Конец цитаты. Скорее всего, Лукашенко с Путиным таки решили воевать против всего мира долго и готовят свою молодежь, которая должна впитывать пропаганду с самого детства и чувствовать себя в опасности. Мы чем-то вот должны этим тыловикам, нашим людям, которые в тылу не могли защититься и которых нацисты, прорываясь, убивали, выкачивали из детей кровь и прочее. Этот монументальный и в то же время очень говорящий памятник, это очень прилично и солидно. И вот этот венец этому мероприятию, митинг «Реквием» на таком солидном стадионе, это наше уважение к защитникам, блокадникам. Слава Богу, еще они живы, мы перед ними в долгу. Поэтому я вам благодарен, что вы пригласили. Ну да, как-то мы с вами ощутили, что неплохо было, если бы рядом стоял кто-то из Украины, ведь все-таки 3 славянских народа пострадали. Ну, это их выбор, что делать. У них другой курс, но думаю, что они вернутся к нам, деваться некуда. Большинство тоннелей под Газой остаются целыми, несмотря на все попытки израильской армии их разрушить. The Wall Street Journal пишет о том, что около 80% тоннелей еще целы и не тронуты. Все из-за того, что никто не может посчитать, на какой глубине и какой протяженности эти туннели. Значительная часть их располагается на севере Газы и разрушена от 20 до 40%, предполагают авторы издания. Робби Уильямс стал президентом английского футбольного клуба. Клуб Порт Вейл из города Сток-он-Трент, в котором родился певец и за который он болел, можно сказать, вернул Уильямса назад себе, но в качестве президента футбольного клуба. Моя жизнь необычная и прекрасная. В ней было много поворотов, и получить должность президента – это нечто особенное. Команда играет в 3-м английском дивизионе, но теперь станет немного более известной. Мона Лиза пострадала за экологию. Активисты облили ее супом. Картина сама не пострадала, так как все свое пребывание в Лувре она проводит за пуленепробиваемым стеклом. Активисты требовали права на здоровую пищу и кричали, цитирую, что важнее – искусство или право на здоровое и экологически чистое питание. Наша сельскохозяйственная система больна. Конец цитаты. Qu'est-ce qu'il y a de plus important? L'arbre, le droit à une alimentation saine et durable. Notre système agricole est malade. Nos agriculteurs meurent au travail. Все это происходит на фоне митингов фермеров практически по всей Европе, на фоне протестов против повышения цен на топливо и невыполнения требований протестующих. Orkiestra i wszystko zawsze gra i niech będzie do końca świata i jeden dzień dłużej. Albo przewidzieli, że
Tam nie oddajcie nikomu. Niech ona będzie naszą normalnością. 3, 2, 1, 0, start! Czyli moi drodzy, Kwiat Japonii oraz goście, Piotrzik i Gancewicz. Tak się bawi, tak się bawi! Tak się bawi, tak się bawi! Tak się bawi, tak się bawi! Będziemy walczyć do końca! Polską pasją! Chciałabym jej zaznać. На этом все. Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете нам. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии, не забывайте подписываться на наши каналы. До встречи и хороших вам новостей!